Всем привет! Привет! Сегодня мы едем делать проверку для клиента из Израиля, который переезжает на постоянное место жительства в Сербию и ищет домик до 40 тысяч евро. Маленький, аккуратный домик, в котором можно сразу жить. Смотрите, мы все покажем и расскажем. Будет интересно. Дом находится в селе Меховине, община Владимирцы, в 75 километрах от Белграда. Дом площадью 56 квадратных метров, участок 16 соток градостроительной земли и на одном парцеле. Дом стоит в глубине участка и скрыт от дороги деревьями. Хороший ровный заезд с дороги. А вот здесь рядом с забором под деревьями расположился колодец, где подключена городская вода. От столба в дом заведено 220 вольт, но по улице проведен самонесущий изолированный кабель, где идет 380. При желании можно подать заявление в электродистрибьюцию и подключить в дом 380 вольт. Пойдем смотреть участок. Участок ровный. Справа соседи не живут, а слева приезжают на летний период. Окна старые, но их возможно отреставрировать, чтобы зимовать и не мерзнуть на первое время. А вот смотрите, фундамент заливной ленточный. На высоте 20 сантиметров от земли он выведен в ноль. И начинается кирпичная кладка. Но неясно, есть ли гидроизоляция или нет. Участок последние 3 года не возделывался. Умер владелец, и в наследство вступила его жена. Пожилая женщина, которой тяжело работать на земле. Село немногочисленное, насчитывает всего около 500 жителей. Инфраструктуры в селе практически нет. Есть магазин с товарами первой необходимости, православная церковь, но село расположено всего в нескольких минутах езды от Владимирцев, это около 3 километров, а Владимирцы – это административный центр. Здесь расположены и школы, и детские сады, медицинские центры, аптеки, почта, магазины, все, что нужно для жизни. И также до Шапца ехать всего лишь минут 25, до Белграда чуть больше часа. Поэтому расположение вполне удобное, можно жить на природе, но пользоваться всеми услугами, буквально в нескольких минутах езды. Но в любом случае, для того, чтобы проживать в таком доме, нужен автомобиль. Вот вспомогательные помещения хорошо сохранились. Кирпич положен на песчано-бетонную смесь. Мы посмотрели много домов и часто встречаем стены, выложенные кирпичом на основе песчано-известковой смеси. Отличить легко, она выцарапывается из складки, просто ногтем. А вот здесь, под зарослями каннабиса, я оговорился, бузины, расположилась септическая яма. Со слов хозяйки, чистили ее 7-10 лет назад, и размер она имеет 2 на 2 метра и в глубину от 1,5 до 2.
На границе с соседом стоит заброшенный колодец, которым пользовался и этот дом, и соседский, в то время, когда не было городской воды. Колодец надо чистить. Хозяйка говорит, что зимой вода есть, но когда лето, все пересыхает. Прям редкость в Сербии. Сарай из дерева сделан. Летняя кухня тоже из дерева, но это самое удобное место для консервации в летний период. Не надо дома создавать лишнюю жару. Идемте в дом. Но двери однозначно под замену, такие не держат тепло зимой. С террасы попадаем внутрь. Это и коридор, и кухня, и столовая, и все в одном лице. И из этой комнаты можно попасть во все остальные. Размер 3,10 на 3,45. Высота потолка 2,61 метра. Окна здесь непонятной конструкции, с одним стеклом. Ну, крыша явно протекала, но давно. Это не свежие подтеки. И в этом углу тоже. Даже штукатурка потрескалась. Из кухни идем в комнату, которая слева. Но это самая маленькая комната по планировке. Выход под печную трубу. Но греет эту комнату электрическим обогревателем. Вот он стоит на полу. В этой комнате окна хоть и старые, но еще могут послужить, их можно отреставрировать. Следующая комната, но она уже больше похожа на гостиную. И в этой комнате подмокшее пятно с трещиной на потолке. Ну, перекрытие в доме деревянное, поэтому на стыках стен и потолка возможны трещины. Это от хождения по чердаку. Размер этой комнаты 4 метра на 4,10 и высота потолка 2,63. По низу, как всегда, беда плохо отапливаемых домов. Ну, отвалилась штукатурка. А что мы здесь видим? Кирпичная кладка. Хорошо заштукатуренная, толстым слоем, и деревянный пол.
Третья комната. А помните на кухне угол с подтеками? Вот это то же самое место, но в этой комнате. Видимо, здесь была самая плохая ситуация с протечкой. Полноценное печное отопление. Такое ощущение, что жили и зимовали только в этой комнате. Окно выходит на соседский участок. Ну и размер комнаты 3,90 на 3,55 метра. Высота потолка 2,60. По ощущениям, ремонт в доме не делался, лет 10, наверное. Ванная. Размер 2,55 на 2,7 метра. Высота потолка 2,7 метра. Тоже есть проблемы по потолку, но не критичные. Кстати, во всех комнатах очень ровный потолок. Так хорошо отштукатурить достаточно тяжело при деревянном перекрытии. «240 вольт в розетках, но очень даже хорошо. А вот заземление соединено с нулевым проводом. Надо будет разбираться с проводкой при установке УЗО или DIF-автоматов. Самое интересное давайте смотреть. Чердачное пространство. Да, черепицы и деревянные конструкции новые. Со слов хозяйки, муж за год до смерти полностью перебрал крышу. Значит, это 4-5 лет назад получается. Да, про крышу можно лет 10-15 не беспокоиться абсолютно спокойно. И, собственно, терраса. Она пристроена к дому на всю длину. Монофазный счетчик однотарифный. А вот смотрите, провода медные, 2,5 квадратом сечения. А вот так черепица выглядит снаружи. Смотрите, даже водостоки новые. А мы напоминаем, что мы не являемся риэлторами и не продаем недвижимость. Мы показываем и рассказываем правду про дома. А стоимость проверки чаще всего окупается уже на этапе торга. Поэтому заказывайте проверку. И покупайте дома спокойно. Итак, что мы имеем? Очень добротный дом из кирпича. С новой крышей и неплохой планировкой. Кухню бы, конечно, перенести в другое место, а вместо кухни сделать полноценный коридор. На что же в первую очередь нужно потратить деньги? Основное – это утепление стен и чердачного перекрытия. Без этого даже при толщине стен в 25 сантиметров зимовать будет некомфортно. Второе. Замена входной двери, окна на кухне, и по желанию остальных оконных блоков. И третье – это организация отопления в доме. Так как специального помещения под котел нет, думаю, целесообразнее сделать печное отопление в комбинации с настенными электрорадиаторами. И нужен минимум один кондиционер, чтобы летом спасаться от жары. На последнее место я бы поставил ремонт внутри дома. Заштукатурить и покрасить стены, не самая дорогостоящая работа. Можно зимовать и с трещинами.
Итак, после проведения проверки мы можем с уверенностью сказать, что данный дом не имеет критических проблем и подходит для проживания без существенных вложений. Если наше видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а если вы уже нашли дом своей мечты, но сомневаетесь в его техническом состоянии, мы поможем развеять ваши сомнения. Заказывайте проверку и покупайте дома спокойно. Пока-пока! Всем пока!